С нами сегодня главный редактор портала «Геоэнергетика Инфо». Не забываем на него подписываться. Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, дорогой, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. Давно не виделись, но, видимо, накопились энергетические новости. Попробуем вскрыть. По крайней мере, на канале мы давно действительно не виделись. У нас последний был выпуск про то, какой будет ядерная война, но сегодня не про ядерную войну. Борис Леонидович, у нас, собственно говоря, как это, аллеет Восток. У нас тут вот Дональд Трамп, второй авианосец, третий авианосец. Я ударю по Ирану. Параллельно с этим очень серьезно идет разговор о том, что одним из вариантов ответа со стороны Ирана будет удары по нефтяным месторождениям стран региона. Я в том числе это слышал от некоторых иранских, так сказать, аналитиков. И второй момент, конечно же, то, о чем говорят все, это перекрытие Ормузского пролива. Правильно ли я понимаю, что, ну, мы с вами не военные эксперты, давайте предположим, что это возможно, если эти процессы произойдут, там, не приведи бог, мы никому не желаем войны, каковы будут последствия для мировой энергетики, для цен на нефть и так далее? Вот ваш прогноз каким будет в этой ситуации? Ну, надо отдать должное, этот прогноз мы делали, собственно говоря, полгода назад. Военные аналитики тогда сошлись на том, что, вероятнее всего, Ормузский пролив достаточно давно минирован, и в случае совсем уж крайней обстановки все, что на дне закреплено, то и всплывет. Что это даст? Ормузский пролив оценивают почему-то по-разному. До 20% мирового объема добычи нефти проходит через Ормузский пролив. Звучит хорошо, но из 104, так сейчас оценивается, миллионов баррелей в сутки мирового рынка, не стоит забывать о том, что часть этих баррелей используют те страны, которые добывают. Мировой рынок порядка 70 миллионов баррелей в сутки. Вот если из них 20 исчезает, это уже треть. Очевидно, что котировки остановятся где-то далеко за пределами сотни за баррель, это действительно будет достаточно серьезный шок. Вопрос, сколько он продлится. Опять же, мы не военные аналитики, но почему-то на Ближнем Востоке как-то все рассчитано на то, что война должна продолжаться 2 недели, 3 максимум, 4 потолок. Так что не исключено, что когда-то это удастся отыграть в обратную сторону. То есть речь идет не о том, что встряска будет из-за того, что с мирового рынка уйдет 1,5 миллиона баррелей иранской нефти, которую он поставляет на экспорт. Вопрос в том, что уйдет треть мировой торговли нефтью в никуда. Больше того, если с нефтью можно еще что-то там изобретать, есть нефтепровод, который позволяет хотя бы какую-то часть добычи в Саудовской Аравии отправлять мимо Ормузского пролива, то никакой альтернативы у островного государства Катар просто нет. С мирового рынка исчезнет порядка 20% СПГ. Со всеми отсюда вытекающими, вытекать они будут туда, куда поставляется катарский газ. Поставляется он как в Юго-Восточную Азию, так, собственно говоря, и даже в Европу. Например, Польская республика сидит на обязывающем контракте, 1,5 миллиона баррелей, 1,5 миллиона тонн СПГ ежегодно обязана закупать. Просто для примера. Встряска будет более чем основательна не только на нефтяном рынке, но и на рынке СПГ. Единого мирового рынка СПГ, как известно, нет, но пострадают те региональные рынки, куда шли поставки из Катара. Так что я не очень понимаю, что именно желает продемонстрировать Дональд Фредович. Пока мы видим картинку «Держите меня, семеро», на то я его сейчас как стукнул. Остается надеяться на то, что какие-то экономические советники при нем имеются. И я думаю, что они объясняют ему, во что это выльется на автозаправках Соединенных Штатов Америки. Совершенно непонятно, во что их соединили. Ну, какая-то конфигурация есть. Напомню, что в отличие от России, где налоговая составляющая в стоимости топлива на наших заправках превышает 70%, в США эта цифра около 40%. То есть котировки, скачки, прыжки котировок отражаются значительно сильнее, значительно быстрее. А у Дональда Фредовича впереди парламентские выборы, или как там это у них называется,
Промежуточные сенатско-конгрессские, выборы в Конгресс. Вот так красиво все. ну, в общем, парламентские. Мне тяжело понимать, кто там куда что выбирает, у них там все сложно. Ну, то есть подорвать самому себе рейтинги, ну, я не думаю, что это тот ход, на который президент решится, будучи в здравом уме и трезвой памяти. Если бы, конечно, он перед этим встречался с человеком, который называет себя президентом Украины, могли бы быть корреляции. Но все-таки Дональд Трамп в совсем недавнем прошлом серьезный бизнесмен, он должен понимать, что стоит на кону, так скажем, что произойдет в случае начала военной агрессии с его стороны. Борис Леонидович, мы для наших зрителей сообщим, мы 27 февраля поздно вечером записываемся. Вот буквально пару часов назад, как раз вы упомянули просто экс-президента Украины Зеленского, он тут сделал заявление, что вообще надо, ну смысл такой, надо бомбить вообще Иран, и вообще, так сказать, очень плохие люди и так далее. Но я так понимаю, что память о шахедах, она как-то не дает ему покоя. Я про другое. У нас там достаточно серьезные процессы происходят вокруг нефтепровода «Дружба». И тут как-то вот напряжение очень сильно растет между Будапештом и Киевом. И Братислава тоже присоединилась. Первые, я про венгров сейчас, заявили, что, ну, вы, значит, подорвали, как я понимаю, подорвали трубу, не поставляете нефть, забывайте про керосин. Словаки, то, что я услышал, они как бы сделали заявление, что, ну, друзья, тогда вот электроэнергию будем переставать вам поставлять. В Венгрии, напомню, наши зрители уже, наверное, об этом все хорошо помнят, у нас тут в Венгрии выборы на носу вообще, да, там в апреле. Что там за ситуация вообще складывается? Кто кому перекрывает кислород в этой ситуации? Можете нам как-то помочь разобраться? Ну, давайте попробуем от журналистской риторики перейти к такой суровой конкретике. Южная ветка нефтепровода «Дружба», для которой в шестом пакете санкций Евросоюза антироссийском были сделаны исключения запрещенной поставки российской нефти всем и вся, кроме трех государств – Словакии, Чехии и Венгрии. Чехия в этот список входила, вышла она из него совершенно добровольно. Давайте оторвемся от названия государств, вернемся к названиям компаний. В Словакии, в Братиславе, один нефтеперерабатывающий завод принадлежит венгерской компании МОЛ. В Венгрии НПЗ расположен в городе с названием, которое повторить вообще невозможно. Даже не буду пытаться. Тоже ровно один, тоже принадлежит компании МОЛ. Два завода в Чехии принадлежат польской государственной компании «Орден». Орлин нашла возможность поставлять нефть из других источников. Орлин вообще, на самом деле, крупнейшая нефтекомпания в Восточной Европе, и может этим вполне гордиться. Два завода в Польше, два завода в Чехии, завод в Литве, то есть большая серьезная компания. Она такой способ нашла, заявила, что ей российская нефть не нужна. Тут же в Брюсселе, за язык ответишь, сказал не нужна, вычеркиваю, для тебя исключения из санкций прекращены. Венгрия и Словакия. Выхода к морю нет, возможности поставлять нефть в том объеме, который необходим, не получается. Оба нефтеперерабатывающих завода были построены далеко не сегодня, они были построены в Венгерской Народной Республике и в Чехословацкой Социалистической Республике. Расположены непосредственно на маршруте нефтепровода «Дружба». Все технологические процессы рассчитаны на переработку нефти марки «Юралс». Переход на новую нефть, на новые марки нефти – это все колонны, которые мы видим на НПЗ, надо освободить от предыдущей нефти, причем не просто слить остатки нефти, необходимо высушить при помощи горячего пара. Дорогостоящая операция занимает при наличии всего, что необходимо, 2-3 месяца. Плюс надо менять катализатор. То есть целый технологический процесс, который стоит денег. Вариант поставок через Хорватию, да, но тот объем, который нужен двум этим заводам, а это 14 миллионов тонн нефти в год, порт принять не в состоянии. Не потому, что плохие отношения у Хорватии и у Венгрии, а просто потому, что нет таких мощностей, надо расширять. Это тоже стоит денег, и это тоже требует какого-то времени.
Для того, чтобы прокачивать такой объем, понадобится новый нефтепровод. Это тоже требует денег, тоже требует времени. А с учетом всех экологических требований, которые к такого рода объектам имеются, но это будет много времени требовать. Надо будет согласовывать с экологами, надо будет выяснять отношения на общественных слушаниях, оценки воздействия на окружающую среду и так далее, и так далее. Вот в такой ситуации находится Венгрия, и я так понимаю, что Орбану удалось где-то встретить в тихом месте Урсулу фон дер Ляйен, раскрыть перед ней политическую карту Европы, показать, смотри, вот Венгрия, вот море, видишь, не совпадает. На ее предложение использовать озеро Балатон Орбан не согласился. Исключение получили, причем исключение, что удивительно, не имеет срока. То есть, допустим, в тех же санкциях в шестом пакете была разрешена морская торговля российской нефтью для Болгарии, но на определенный срок, который закончился. Для трубопроводных поставок из России, для Венгрии и для Словакии конечной даты нет. Что произошло? Никто не знает. Заявление киевских властей о том, что российские военно-космические силы нанесли удар по своему нефтепроводу, это прекрасная версия, но, к сожалению, здесь надо, чтобы в нашем разговоре приняли какие-то профессиональные либо психотерапевты, либо психиатры, потому что здесь что-то сложное, я с этим не справлюсь. Заявление о том, что произошла вот такая поломка, прилетели злобные россияне и расстреляли российский нефтепровод, прозвучало 28 января, со словами, что произошло это на сутки раньше, 27-го, с 28 января поставки прекращены. Сегодня раздалось, наверное, самое разумное из всех предложений, которые я от Орбана в последнее время слышал. А давайте соберем группу экспертов в Еврокомиссии и отправим на место событий. Пусть нам покажут, что разбомбили, тогда мы сможем оценить, за какое время такую поломку можно ликвидировать, восстановить все. То есть, какое время нам надо продержаться, мы будем знать точно. Ответа пока нет. Но Еврокомиссия ведет себя, ну, и хочется, и колется. Если Урсула фон дер Ляйен по мужу приезжает в Киев, она сообщает, что сколько надо, столько и ремонтируйте. Я так понимаю, потом следует либо звонок, либо какой-нибудь там факс от Орбана, и та же самая Урсула говорит, я рекомендую побыстрее отремонтировать. То есть там, как всегда, режим то потухнет, то погаснет. Я про сознание. Что делать Венгрии и что делать Словакии в этой обстановке? К Международному энергетическому агентству можно относиться по-разному. Я его, например, терпеть не могу. Но Венгрия и Словакия в него входят, там есть свои внутренние правила. Их много. Одно из них, в том случае, если страна не является производителем нефти, она обязана иметь государственный резерв, гарантирующий обеспечение внутреннего рынка в течение 90 дней. Вот это правило Венгрия и Словакия соблюли. У них есть государственный запас. Компания МОЛ обратилась по поводу завода в Словакии, в правительство Словакии, по поводу завода в Венгрии, в правительство Венгрии. Выделили по 250 тысяч тонн, надолго не хватит. Но 90 дней вот они начались, и их, в общем-то, отсчет уже идет. Прошло ни много ни мало, но уже скоро месяц, как поставок нет. Разумеется, это угрожает энергетической безопасности как Венгрии и Словакии, так и Словакии. И это не на словах, это на деле. Нет нефти. Что мы будем делать, простите? Вроде бы возникла договоренность с Хорватией, что примут нефть, прокачают, понимая, что Венгрия находится вот в такой ситуации. Пусть небольшой объем, но хоть какой-то, так скажем, аварийный запас. И тут же из Загреба раздается сообщение, что российскую нефть получать не запрещаем. Ну и опять же, что делать в Венгрии и Словакии? Вот сейчас есть нефть Юралс в государственных запасах, ее используем, потом пойдет небольшой ручеек через Хорватию, и что? Мы должны перестроить весь технологический процесс? Разумеется, ни господин Орбан, ни господин Фитц не понимают, почему они должны помочь государственной компании МОЛ инвестировать пару миллиардов долларов за то, что происходит где-то там под Киевом.
Наиболее бредовое предложение, извиняюсь за тавтологию, тоже раздалось из Киева, но раз не работает нефтепровод «Дружба», давайте будем прокачивать нефть по нефтепроводу Одесса-Броды. Морем ее получим в Одессе и начнем прокачивать в Венгрию и в Словакию. Ну, как сказать, я пытаюсь себе представить неких поставщиков нефти, которые радостно будут отправлять танкеры в порт Одессы. Но у меня не такая богатая фантазия, чтобы представить себе, сколько будет стоить страховой полис в этом случае. Это один момент. И еще более отрезвляющий голос раздался из Будапешта. Господин Орбан вежливо спросил, если вы говорите, что авария на нефтепроводе «Дружба» случилась в районе города Броды, то ну, давайте или трусики, или крестик, или к умным, или к красивым. Тогда и Одесса-Броды тоже нельзя, но вы же это предлагаете. В общем, коренного жителя города Криворожье в очередной раз поймали за прямое лицо. Вот. Дальше последовали заявления из Будапешта и из Братиславы. Мы прекратим поставки дизельного топлива. И мы все в эту информацию вцепились. И наши уважаемые СМИ об этом рассказали. И наши патриотические блогеры подняли патриотические демарши. Это что же получается? Мы им поставляем нефть, они производят дизельное топливо и прямо в баки украинских танков заливают. Что мы делаем? Мы все сошли с ума. На то, чтобы проверить эту информацию, ну, лично у меня ушло секунд 20. Первый вопрос Гуглу. Объемы производства дизельного топлива в Венгрии и в Словакии. Второй вопрос. Объем потребления. Итоги 2025 года. Есть объемы производства дизельного топлива на двух заводах, сложить несложно. Есть объемы потребления. Я не поленился, пересчитал. У нас, к сожалению, сейчас все считается в барреле в сутки. Так вот, объем производства дизельного топлива в этих двух странах на 25 тысяч баррелей в сутки меньше, чем они потребляют. Просто меньше. Что происходит в Евросоюзе? Вот здесь мы забываем названия государств. Там операции на рынке нефтепродуктов осуществляют частные компании. Соображения, ну, до предела простые. Вот я простой венгерский бизнесмен. Я знаю, что 100 тысяч литров солярки в Венгрии я продам с легкостью необычайной. Спрос есть, солярки нет. Я путешествую в ближайшую страну, которая мне там подвернулась, Австрию, у которой нет прямой границы с Украиной. И вежливо спрашиваю, сколько стоит 100 тысяч литров бензина. Мне называют сумму. Я понимаю, что маржа у меня минимальна. Я у продавца спрашиваю, а если я миллион литров куплю? А, тогда у вас скидка 20%. Спасибо. Я покупаю миллион, 100 тысяч оставляю у себя в Венгрии, я знаю, где я оставить. Куда я дену 900 тысяч? Где у нас готовы платить за солярку любые деньги? Правильно. Остановить государевой волей вот такой бизнес, вспоминаем Карла Маркса, 300% и прочие прелести, не получится, потому что для этого надо основу капитализма зачеркнуть, свободную торговлю. Причем сделать это не для кого-то, а для компаний, которые зарегистрированы в Венгрии, которые соблюдают венгерские законы, платят все необходимые налоги. Я им говорю, стоп. Витя поссорился с Володей, поэтому ваш бизнес прекратился. Ну, будет вопрос, Витя, ты что? Что с тобой? Ты заболел? Поэтому пункт первый, да, дизель поставляется. Может быть, даже он идет с заводов, но это значит, что внутри Венгрии и Словакии происходит обычный микс. Вот там купил подешевле, здесь продал подороже, там появился срочный спрос, я задрал цену, со мной согласились, давай прямо с завода солью дефицит, потом покрою из Бельгии, там, не знаю, из Франции, откуда угодно. Это обычная капиталистическая кутерьма, которая в советские времена называлась спекуляцией, каралась со всей строгостью советских законов. Но это капитализм, они так живут. То есть заявление о том, что мы прекратим поставлять, это хорошо. Звучит красиво, выборы действительно скоро, надо что-то говорить.
Результатов это никаких не даст даже в том случае, если вдоль границы с Украиной будут выставлены железные кордоны. Нефтеперерабатывающие заводы на территории подконтрольной Киеву не работают, поставки идут всеми логистическими маршрутами, которые остались. Железная дорога из Польши как работала, так и работает, значит, пойдет цистернами. Пойдет не через Венгрию, а через Словакию, а через Польшу будет больше. Румыния поставляет по Днестру речными танкерами. Будет больше этих танкеров, быстрее бегать будут взад-вперед. Ничего здесь не изменится. То есть, если мы говорим о том, как это может повлиять на происходящее на линии боевого соприкосновения, ответ – да никак. Ну, даже если эту границу закроют, есть еще несколько. Через Молдавию повезут. Пока логистика цела, будут вести. Теперь, что касается электроэнергии. Если дословно цитировать Фица, я, конечно, этого не сделаю, потому что не выучил наизусть. Было много разговоров о том, что перестанем поставлять электроэнергию, а конкретное решение не будем поставлять в случае, в аварийных случаях. Точка. В аварийных случаях. Давайте разбираться, что это значит. В Евросоюзе, помимо политического объединения, есть масса экономических. Если говорить о том, что происходит в электроэнергетической отрасли, в 2022 году произошла синхронизация объединенной энергосистемы Центральной Европы, УСТЕ, и Украины. Объем перетоков межграничных определяется пропускными возможностями линии электропередач. Никаких других ограничений нет. Украина электрическими линиями, воздушными линиями электропередач с советских времен, со времен существования Совета экономической взаимопомощи связана, двоеточие, с Румынией, Венгрией, Словакией, Польшей. Чем выше напряжение линии электропередач, тем больше объем электроэнергии можно передать. Если говорить о самом большом потоке, то эта линия 750 киловольт связывает Украину с Венгрией или Венгрию с Украиной, как угодно называйте. Это самое высокое напряжение, какое есть, самый большой объем электроэнергии. Все остальные страны – это 400-киловольтовые линии, в 2 раза меньше напряжения, соответственно, в 2 раза меньше объема поставок. Это Румыния, в том числе маршрут через территорию Молдавии. Это Польша, это Венгрия и Словакия. Теперь, что может сделать Виктор Орбан с электроэнергией? Правильный ответ – вообще ничего. Об этом у нас почему-то не хотят говорить, не хотят помнить, но Венгрия энергодефицитна. От 20 до 30% электроэнергии ежегодно она импортирует из других стран Европейского Союза. Она может не поставлять свою электроэнергию? Конечно, может, у нее ее и нет.